Когда вода поглощает улицы, первые секунды после удара, город еще живет обычной жизнью, когда вдруг происходит немыслимое. Вода высотой с многоэтажный дом, движущаяся со скоростью более 50 миль в час, врывается на побережье. Только что еще работали светофоры, слышались гудки машин, но за считанные секунды поток смывает все на своем пути. Первое, что ощущают жители, это оглушительный рев, вода обрушивается на улицы, поднимая в воздух легковые автомобили, вырывая деревья с корнями. Окна нижних этажей разбиваются, волна захватывает людей, которые не успели укрыться, втягивая их в потоки мусора и грязи. В эти мгновения город перестает быть тем, чем он был. Все привычные ориентиры скрыты под мутным потоком. Люди, оказавшиеся внутри зданий, чувствуют, как стены дрожат под напором, лифты останавливаются, электроэнергия исчезает. Вода несет с собой мусор, бочки, даже небольшие суда, которые сталкиваются с витринами магазинов и офисов. Здания, оказавшиеся прочными, начинают захлебываться течением, а машины, застрявшие в пробках, пропадают в бурлящей воде. В это время те, кто находится на верхних этажах, становятся свидетелями настоящей катастрофы. Они наблюдают, как целые кварталы исчезают за несколько минут под слоем воды высотой в десятки футов. Улицы превращаются в хаотические реки, тротуары исчезают, а звук сирен теряется в грохоте рушащихся конструкций. Люди на крышах хватаются за все, что может спасти жизнь. В эти первые моменты каждый инстинктивно ищет высоту и укрытие, стараясь не попасться в мощный поток. Но опасность не ограничивается только водой, она прячет в себе нечто куда более разрушительное, что проявит себя уже в следующую секунду. Изнутри большинства зданий доносится треск. Бетонные стены не выдерживают натиска воды, насыщенной тяжелыми обломками. Даже стальные конструкции начинают деформироваться, когда на них с чудовищной силой давит поток толщиной в 20-30 футов. Волна буквально срезает нижние этажи, и некоторые дома начинают складываться, как карточные, иногда заваливаясь прямо на соседние конструкции. Асфальт поддается давлению, уличные фонари, телефонные столбы и рекламные конструкции вырываются с корнями и уносятся прочь. На крупных перекрестках образуются завалы из раздавленных автомобилей и разобранных остановок, превращая дороги в лабиринт из мусора. Мосты, которые еще недавно связывали районы, оказываются под водой или рушатся целиком, когда опоры не выдерживают стихии. Случаи полного разрушения мостовых конструкций зафиксированы в японском городе Сендай, где цунами почти за 15 минут смыло несколько крупных транспортных переправ, оставив жителей в полной изоляции. В старых районах города в зоне прямого удара волна разламывает здания сразу на несколько частей, деревянные дома всплывают и уносятся на мили от берега, иногда сталкиваясь с кирпичными стенами и увеличивая ущерб. Автомагистрали сметаются, размываются целые участки дорог длиной в десятки и сотни ярдов. Железнодорожные пути изгибаются и сдвигаются, когда подмывается грунт, а поезда, застигнутые на мостах и в низинах, превращаются в груды металла. Станции метро оказываются затоплены за считанные минуты вместе с пассажирами и персоналом. Все электричество отключается из-за коротких замыканий и обрывов линий. Небольшие здания и киоски исчезают первыми. Их буквально раздавливает напор. Но и многоэтажные дома, особенно построенные без учета возможности оседания почвы и нагрузки от воды, не выдерживают. Примеры можно найти в индонезийской Банда-Аче, где после удара цунами тысячи построек были практически полностью разрушены в течение нескольких минут. Строительные краны перекладываются вместе с грузами, контейнеры с грузовых причалов вылетают на городские улицы, разрушая все на своем пути. Внутри этого хаоса люди и техника оказываются беспомощны против стихии. Даже армейские грузовики и машины скорой помощи, застрявшие на дорогах, поднимаются потоком и врезаются в стены или проваливаются в воронки, когда под ними размыт асфальт. На окраинах города волна продолжает разрушать инфраструктуру. Линии электропередач падают, склады и заводы оказываются затоплены, химикаты и топливо вымываются наружу, увеличивая опасность. Но даже когда кажется, что худшее уже позади, тех, кто выжил, ждет новая угроза. Спасательные службы пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке, но добраться сквозь этот хаос становится почти невозможно. Именно в этот момент начинается борьба за выживание, когда каждая минута на счету, а город уже не узнать по его руинам.
В первые часы после удара цунами спасательные операции начинаются с хаоса и риска для жизни. Пожарные и полицейские, зачастую без связи и инструментов, используют любые плавающие обломки как импровизированные плоты, чтобы добраться до тех, кто застрял на крышах или на верхних этажах полуразрушенных зданий. Их путь преграждают потоки грязной воды, лужи топлива, поваленные электрические провода, а иногда даже дикие животные, вынесенные из зоопарков или частных владений. Команды спасателей, не успевших эвакуироваться заранее, вынуждены быстро импровизировать. Они крепят веревки к антеннам, используют лестницы от упавших пожарных машин, пробираются сквозь окна и проломы в стенах. Часто спасать людей приходится буквально из-под воды. Водолазы с портативными баллонами кислорода ныряют в подвалы, где еще остались пузыри воздуха. В Индонезии после разрушительного цунами начала 2000-х подобным образом было спасено несколько десятков человек, которые удерживались на аварийных лестницах затопленных зданий 2 и более часа. Однако большинство пострадавших выбираются самостоятельно, используя все подручные средства – доски, пластиковые бочки, даже дверцы холодильников. В таких условиях время работает против них. Температура воды редко превышает 60 градусов по Фаренгейту, а течение продолжает уносить обломки и людей все дальше от предполагаемой зоны спасения. Первые медицинские пункты развертывают прямо на крышах торговых центров или на верхних уровнях паркингов, куда добрались только те, кому удалось избежать страха и паники. Медики используют аптечки, найденные среди руин, делают перевязки подручными средствами, пытаются остановить кровотечение с помощью ремней или кусков одежды. На помощь приходят вертолеты, но приземлиться негде. Пилоты сбрасывают веревочные лестницы, поднимая на борт только тех, кто может держаться самостоятельно. В некоторых случаях люди передают наверх детей и пожилых, надеясь, что за ними обязательно вернутся. Одновременно стартует импровизированная радиосвязь, самодельные антенны, старые рации, даже мобильные телефоны на последних процентах заряда – все используется, чтобы сообщить о своем местонахождении или услышать о приближении новой волны. Иногда к спасательным операциям подключаются рыбаки на маленьких лодках. Именно они первыми добираются до затопленных районов, ориентируясь только по памяти, ведь все знакомые ориентиры скрыты под водой. Но даже когда удается добраться до людей, возникает новая опасность. Просевшие участки земли могут уйти под воду вместе с целыми группами спасаемых и спасателей. Не менее опасны выбросы газа, которые поднимаются из поврежденных труб, а также скрытые электрические кабели, замкнувшие в мутной воде. Каждый шаг, каждое решение в таких условиях становится вопросом жизни и смерти, а масштаб катастрофы требует не только мужества, но и изобретательности. Пока борьба за выживание идет на каждом квадратном ярде города, ни одна спасательная операция не обходится без скрытых угроз, которые зачастую невидимы невооруженным глазом. Именно эти потайные ловушки городской инфраструктуры способны изменить судьбу любого, кто оказался в эпицентре катастрофы. Пока каждая минута борьбы за жизнь наполнена хаосом. Среди обломков скрыты опасности, о которых большинство жителей даже не догадывалось до удара стихии. Вода стремительно заполняет подвалы многоэтажек, где проходят линии электропитания и трубопроводы. Еще пару часов назад эти тоннели были частью привычного городского ландшафта, а теперь превращаются в смертельные ловушки. Здесь скапливается газ, которым наполнены поврежденные магистрали под улицами. Достаточно одной искры или случайного контакта с оборванным кабелем, и происходит взрыв, разбрасывая бетонные плиты и плиты перекрытий на десятки футов вокруг. Система канализации, рассчитанная на обычные осадки, не выдерживает давления цунами. Люки вылетают вверх, потоки воды и грязи устремляются наружу, затягивая в открытые отверстия все, что оказывается поблизости. На улицах появляются воронки. Просевший асфальт исчезает под давлением воды, поглощая автомобили, людей и даже небольшие здания. В центре города, где инженерные коммуникации сплетены особенно плотно, каждое новое отверстие может стать точкой массового обрушения. Огромные резервуары с химикатами, стоящие в промышленных районах, разрушаются под напором воды. Аммониак, бензин, кислоты вытекают из резервуаров и перемешиваются с мутной жижей, образуя яд, который разносится по кварталам. Даже спустя несколько часов после удара на поверхности плавают масляные пятна, от которых загораются пучки кабелей или остатки деревянных
деревянных конструкций. Горят склады, взрываются баллоны с пропаном, и горожане не сразу осознают, что отравленный воздух угрожает жизни не меньше, чем само цунами. Лифтовые шахты и узкие лестничные проходы становятся смертельно опасными. Вода затапливает их быстрее, чем можно спуститься наверх или вниз. В Японии во время катастрофы начала 2000-х именно в лифтах погибло несколько десятков человек, которые не смогли открыть двери из-за перегоревших систем электропривода. В здании офисного центра в Таиланде сотрудники оказались в ловушке между этажами, и лишь те, кто сумел разбить стеклянные панели, выжили, перебравшись на служебные лестницы. Бетонные и стальные мосты, скрытые под толщей воды, становятся смертельными капканами для тех, кто пытается покинуть зону затопления вплавь. Поток засасывает людей под разрушенные пролеты, где невозможно выбраться без посторонней помощи. В местах, где ранее проходили теплотрассы или линии связи, вода создает подводные течения, сбивающие с ног даже опытных пловцов. Одна из таких ловушек образовалась в американском Сиэтле. Тонны воды прорвали защитные барьеры, и спасатели долго не могли добраться до людей, оказавшихся в западне под перекрытиями шоссе. Но и после ухода основной волны городская инфраструктура продолжает представлять опасность. Электричество возвращается неравномерно. Где-то провода болтаются над водой под напряжением, где-то вспыхивают пожары от коротких замыканий. Колодцы и люки крышек канализации затянуты илом. В некоторых районах возникают провалы в земле, когда подмытые коммуникации окончательно рушатся под весом зданий. Даже опытные спасатели теряют ориентиры и попадают в ловушки, не зная, что следующий шаг может привести к новым жертвам. Все эти скрытые угрозы не только замедляют работу спасателей, но и увеличивают число пострадавших. В городе, который еще недавно казался крепостью современной цивилизации, теперь каждое движение – это риск. Однако, именно благодаря пониманию таких тонкостей инженеры по всему миру начали пересматривать нормы безопасности, внедрять новые способы контроля риска и создавать системы, которые могут предупредить о надвигающейся катастрофе до того, как вода решит судьбу города и его жителей. Дальше мы увидим, как технологии становятся ключом к спасению в эти решающие минуты, когда каждая секунда способна решить судьбу города. На передний план выходят технологии, которые не дают стихии застать людей врасплох. У побережий, где угроза цунами реальна, уже десятилетиями работают сложные системы раннего предупреждения. В Тихоокеанском регионе отдельные страны расставили огромные буи-датчики. Они выглядят как желтые поплавки высотой с человека, соединенные подводными кабелями с береговыми станциями. Эти буи фиксируют даже малейшие изменения давления воды, мгновенно передавая информацию по спутниковой связи. Всего за несколько минут сигнал о подводном толчке может пересечь тысячи миль и запустить по всему миру автоматические рассылки на телефоны, телевизоры, сирены в городской черте. Сирены на набережных и в жилых кварталах запускаются без задержки. В японских городах они звучат настолько громко, что перекрывают все разговоры и даже гудки машин. Одновременно на уличных экранах и в мобильных приложениях появляется карта эвакуации с отмеченными безопасными зонами и маршрутами, а некоторые современные дома автоматически разблокируют двери аварийных выходов и включают подсветку лестниц. В американском штате Гавайи за последние 20 лет устанавливают специальные оповещатели, соединенные напрямую с национальной системой наблюдения. Если датчики фиксируют угрозу, сообщение приходит даже на радиостанции автомобилей, которые в этот момент находятся на дороге. На побережье Таиланда и Индонезии местные жители и туристы получают предупреждения на телефоны в виде пуш-сообщения. Алгоритмы мгновенно анализируют сейсмические данные, рассчитывая примерное время прибытия волны. В отдельных районах развернуты беспроводные громкоговорители, работающие на солнечных батареях. Они продолжают работу даже тогда, когда исчезает электричество. В Австралии для таких целей построены башни с прожекторами, которые включаются при поступлении сигнала. Световые линии видны на многие мили, их задача – указать путь к ближайшей возвышенности. Особое внимание уделили раннему обнаружению подземных землетрясений, которые часто становятся причиной цунами. В Японии система J-Alert анализирует вибрации почвы менее чем за 10 секунд и активирует все уровни тревоги. А в Индии автоматические роботы-поплавки, размещенные вдоль побережья Бенгальского залива, связываются с Национальной службой безопасности в режиме реального времени. С развитием интернета вещи стали еще быстрее. Цифровые табло на вокзалах и станциях метро мгновенно меняют информацию, показывая время до прихода волны и призывая немедленно покинуть опасные районы. Инфраструктура городов постепенно меняется под влиянием новых технологий. Некоторые школы и больницы строят с учетом возможности моментальной эвакуации. Отдельные здания оборудованы сигналами, автоматически запускающимися при поступлении сообщений
сообщения о цунами. В Южной Корее даже установили специальные эвакуационные мосты, которые поднимаются над дорогами и соединяют жилые массивы с возвышенностями, позволяя людям перемещаться, минуя затопляемые улицы. И пока граждане получают драгоценные минуты для спасения, инженеры отслеживают эффективность каждого автоматического сигнала, чтобы в момент опасности не потерять ни одну человеческую жизнь. Но даже самые современные системы не дают абсолютной гарантии. Есть города, в которых цунами пришло так неожиданно, что времени на эвакуацию почти не осталось. Дальше мы увидим, могут ли города действительно возродиться после такого удара и что помогает им вставать на ноги. Когда последние всполохи тревоги затихают и вода уходит, город, казавшийся навсегда уничтоженным, начинает новую жизнь буквально на руинах. В японском городе Сендай после катастрофы начала 2000-х жители возвращались к разбитым домам буквально через несколько дней после удара. Вместо паники очередь на бесплатную воду у временных резервуаров, женщины расчищают завалы вручную, мужчины собирают бревна для временных мостков. В городах Индонезии, таких как Банда Аче, тысячи людей в первые недели обустраивали палаточные лагеря на возвышенностях. Каждый квадратный ярд пригоден для размещения выживших семей, а дороги, по которым вчера проносились потоки воды, становятся местом для раздачи еды и медикаментов. Особую роль в восстановлении играют армейские инженеры и добровольцы из других регионов. В Таиланде за несколько недель после цунами были построены временные школы из транспортных контейнеров, а больницы работали под открытым небом на парковках, используя генераторы, оставшиеся целыми после катастрофы. На улицах городов-сообществ японской Мияги местные фермеры делились техникой, чтобы расчищать дороги от залежей грязи и мусора, а рыбаки на уцелевших лодках начинали восстанавливать морские промыслы, первые уловы шли на бесплатные раздачи тем, кто потерял дом. Многие города делают ставку на быструю реконструкцию коммуникаций, временные линии подачи воды прокладываются по поверхности, а электропроводы натягиваются между уцелевшими зданиями, чтобы быстрее засветились фонари и заработали мобильные вышки. В американском городе Крессент-Сити после разрушительного цунами рабочих выдало специальное оборудование для очистки канализации и рек, чтобы восстановить гидрозащиту центра города. Уже через месяц здесь открылись первые магазины, а местные власти выделяли средства на восстановление жилищ для семей, потерявших все. Нередки и примеры, когда коллективные усилия горожан перерастают в новые традиции. В японской Офуната после катастрофы жители ежегодно выходят на уборку прибрежной зоны, чтобы не только сохранить память о трагедии, но и быть готовыми к новым ударам. Архитекторы, участвовавшие в восстановлении, внедряли сейсмоустойчивые проекты, а некоторые школы теперь размещаются на крышах многоэтажек, к которым ведут наружные лестницы эвакуации. В Индонезии на месте разрушенных кварталов быстро появились временные домики на сваях, которые не боятся новой высокой воды, тогда как часть уцелевших зданий превращают в центры распределения помощи. Медицинские службы проводят вакцинацию и профилактику заболеваний, стараясь не допустить эпидемий. Волонтеры из Европы, Австралии и Соединенных Штатов строят новые детские площадки и школы буквально за дни, привозя с собой инструменты и материалы. В таких условиях города не просто выживают, они становятся символом настойчивости и коллективных усилий. Опыт Сендая, Банда Аче и Таиланда доказывает, даже когда все кажется окончательно разрушенным, есть шанс восстановить теплый свет в окнах, вернуть жизнь на улице и построить защиту на случай нового вызова природы. Но остается один тревожный вопрос. Способна ли ваша улица устоять, если стихия однажды ударит и по вашему городу? Пока одни города учатся жить заново, другие внимательно следят за тем, как меняется карта угроз по всему миру. Геологи отмечают, за последние 20 лет линии разломов в океане ведут себя непредсказуемо. Вдоль побережья Калифорнии, на западных берегах Мексики, на островах Карибского бассейна и даже в северных штатах, где цунами считались маловероятными, уже несколько раз сработали системы тревоги. В марте 2011 в Сиэтле волны высотой почти 4 фута накрыли портовую зону после толчка у берегов Японии. Вода преодолела Тихий океан менее чем за 10 часов. По данным Центра предупреждения на Гавайях, за последние 10 лет только в этом регионе более 15 раз запускались сирены, хотя чаще всего волны были небольшими. В Нью-Йорке после анализа последствий урагана Сэнди увеличили высоту защитных дамб и установили дополнительные системы блокировки метро от затопления. Оказалось, подъем воды всего на 2-3 фута уже способен парализовать транспортную систему мегаполиса. В Лос-Анджелесе муниципальные службы за последние годы провели серию учений, где моделировали приход
приход цунами высотой до 20 футов. Улицы перекрывались, жители эвакуировались на специально выделенные возвышенности, а сплошная линия предупреждений распространялась на многие мили вглубь города. Даже в Майами, несмотря на удаленность от крупнейших зон разломов, школы и отели регулярно получают инструкции по экстренной эвакуации. Всего за последние 15 лет системы оповещения обновлялись 4 раза. В американском городе Ситка на Аляске, где более 100 лет назад уже фиксировали волны высотой свыше 50 футов, современные датчики и громкоговорители проверяются ежемесячно. Вдоль побережья Мексиканского залива построены специальные центры экстренного реагирования, а здания в зонах риска оборудованы герметичными дверями на первых этажах. Даже в Техасе, где угроза кажется далекой, городские службы получают регулярные доклады о состоянии водных датчиков. В последнее десятилетие международные команды в режиме реального времени передают данные о малейших толчках и изменениях уровня воды, а спутниковые системы обновляют карты угроз каждые сутки. В некоторых регионах для проверки готовности населения внезапно запускают сирены и электронные табло меняют маршруты эвакуации. Реальные события последних лет показывают, города с развитой инфраструктурой и современными системами предупреждения получают драгоценные минуты для спасения. Даже если цунами ударит снова, судьба всего города и каждой отдельной улицы зависит от того, насколько внимательно жители и власти подготовились к этой встрече.